Всем привет! Меня зовут Ольга, вы на канале Наши растения. И сегодня мы поговорим о цикламене, о том, как сохранить это растение после покупки, как за ним ухаживать и что сделать для того, чтобы он цвел, причем цвел долго и обильно. Вообще идеальная температура содержания цикламена летом считается 18-20 градусов, зимой 8-10. Но мой цикламен прекрасно растет на улице, когда температура плюс 30, и зимовку переносит при комнатной температуре. У цикламена есть четко выраженный период покоя, который наступает сразу после его цветения. Сначала завянут все цветочки, потом начнут желтеть листики, пусть вас это не пугает. Таким образом луковица переходит в состояние покоя, который может продлиться до июня и июля включительно. Но так тоже происходит не всегда. Например, мой цикламен после цветения все-таки оставляет несколько листиков, и в таком состоянии, не спящем, но не совсем бодрым, он может пребывать 2-3 месяца. В конце февраля, в марте он у меня уже начинает наращивать новые листики. Поэтому в зависимости от условий, в которых он находится, он может вести себя по-разному. Грунт для цикламена подойдет классический, универсальный. Можно добавить в него немного песка и перлита, чтобы сделать его более рыхлым. Пересаживаю цикламен, когда у него заканчивается период покоя, то есть как только начался новый рост, луковичку можно пересадить. Горшок подбирают под размер луковицы. Будет хорошо, если найдется широкий неглубокий горшочек. Если все-таки такой горшок сейчас, как у меня, то на дно можно насыпать керамзит, чтобы под луковицей не оставалось слишком много грунта. Верхнюю часть луковицы оставляют над грунтом, не присыпая ее. По бокам от луковицы оставляют 1,5-2 см. Особое внимание стоит уделить поливу цикламена. Осуществляют его либо в поддон, либо по краешку горшка. Не стоит лить воду в центр луковицы, иначе она может загнить. Если вы поливаете растение сверху, то нужно дождаться, пока вода начнет вытекать в поддон. Я свой цикламен поливаю только сверху, через несколько дней трогаю грунт, если он уже достаточно сухой, поливаю снова. Если грунт еще хоть чуть-чуть влажный и вы сомневаетесь, поливать или нет, лучше не поливайте. Луковица способна накопить достаточно влаги, чтобы потом ее использовать, а вот лишнее увлажнение может пагубно на нее повлиять. Если у цикламена начинают желтеть листья до начала цветения, то это значит, что полив слишком обильный и его нужно сократить. Несмотря на то, что цикламен любит высокую влажность, он вполне нормально существует при ее значении 40%. Если влажность более низкая, то тогда, конечно, требуется опрыскивание. Как только цикламен начинает свой активный рост, его можно начинать подкармливать. Сначала можно дать удобрения для декоративно-лиственных, то есть с повышенным содержанием азота, а потом начать подкармливать удобрениями для цветущих. Я вношу удобрения раз в 2 недели. Как только я вижу, что новых бутонов больше нет, я прекращаю подкормки, и после этого растение уходит на покой. Ну и перейдем к самому главному, это цветение цикламена. Как добиться того, чтобы цикламен цвел и цвел долго? Чтобы цикламен зацвел, ему нужен перепад температуры. Летом, пока тепло, он наращивает листву. Если цикламен стоит на улице, с этим проблем никогда не возникнет, потому что как только заканчивается теплое лето, идет переход на осень, у него начинается закладка бутонов и растение начинает цвести. В этом году первый цветок на моем цикламене появился 2 августа и было еще достаточно тепло, поэтому весь август цветение было, но достаточно скромное. Но как только наступил сентябрь, на цикламене появилась вот такая шапка из цветов. Если ваш цикламен будет стоять в помещении, где температура никак не поменяется, то, к сожалению, такого цветения добиться практически невозможно. Он может выкинуть 1-2 цветка, которые очень быстро завянут, и на этом все. Чтобы поддержать такое длительное цветение, опять-таки нужна прохлада. Например, в прошлом году я совершила такую ошибку. Он у меня стоял на улице, цвел. Я подумала, что уже достаточно холодно. Начался сильный ветер, я занесла его домой. И на этом закладка бутонов у него прекратилась. Через 2 недели цветочки завяли, листья пожелтели, и растение ушло на покой. В этом году я занесла его с улицы и поставила на крыльцо. На крыльце у меня днем 18-20 градусов, ночью где-то 10-12. И в таком температурном режиме цикламен у меня цветет, получается уже 4-й месяц. Новые бутончики появляются снова и снова, поэтому цвести он будет еще долго. Когда этот цикламен у меня только появился, у меня не было возможности выносить его на улицу, и я все никак не могла понять, как же добиться вот такого цветения. Цветочки появлялись, но такие 1-2, как я и говорила вам. Была середина февраля, мы с семьей уехали в отпуск на 3 недели и попросили сестру приезжать поливать цветы. Когда мы вернулись из отпуска, я увидела примерно вот такую картину. Была очень сильно удивлена. Спрашиваю сестры, что ты с ним делала, как ты добилась цветения. У меня не получалось это уже столько времени. Но она только развела руками, сказала, что ничего она не делала, только поливала. И на тот момент я долго не могла понять, что же такого чудесного произошло, что он так зацвел. И только через некоторое время я поняла, что уезжая, мы понизили отопление в доме, потому что там никто, кроме кота и растений, не жил.
И если обычно дома было 23-24 градуса, то стало где-то 17-18. И вот этого перепада температуры цикламену хватило, чтобы за 3 недели зацвести, несмотря на то, что это уже было начало марта. Поэтому, если вы живете в квартире, можно поэкспериментировать с цикламеном, поставить его на какое-нибудь самое холодное окно, там, где вы проветриваете. Может быть, вынести его на лестничную площадку, там попрохладнее, потому что без понижения температуры цикламен, к сожалению, не зацветет. Когда цветочек заканчивает цвести, он может либо вот так засохнуть просто, либо на нем могут образоваться вот такие коробочки с семенами. Вот это более молодая коробочка, она была полностью закрыта, я вот срезала верхушку, чтобы показать вам, что там внутри. А вот это более старая, она уже приоткрылась, и семена уже стали другого цвета. Можно пробовать размножать цикламен семенами, но цвести он при этом начнет только на 3-4 год. Либо второй способ размножения цикламена – это деление луковицы. Расцветка у цикламенов бывает разная, они бывают красные, лиловые, белые. Очень красиво, когда из них составляют композицию, ставят горшочки рядом, либо высаживают в длинные ящички сразу несколько цикламенов. Вот такое интересное растение со своим характером, но если вы с ним подружитесь, то, наверное, не расстанетесь уже никогда. Если видео вам понравилось и было полезным, не забудьте поддержать его лайком, подписывайтесь на канал. А у меня на сегодня все. Я прощаюсь с вами и до новых встреч!